Вы любите животных? Лично я обожаю. Ведь они такие милые. А еще они могут спасти вам жизнь. Так потерпевшие кораблекрушение девушки помогли выйти на берег дельфины. Бездомная кошка предотвратила смерть младенца. А львы дали возможность маленькой девочке сбежать от похитителей. Об этих и других невероятных историях спасения людей животными мы расскажем вам в этом видео. А если вы досмотрите до конца, то узнаете имя пернатого героя, получившего медаль за доблестные заслуги во время войны. Приятного просмотра! 2004 год стал по-настоящему страшным для жителей островов Индийского океана. Тогда внезапно на города и деревни обрушилось огромное цунами высотой в 15 метров. Это высота пятиэтажного дома, если что, вы представляете? Катаклизм принес с собой неописуемый хаос, и в этом хаосе нашлось место одной невероятной истории. Сейчас я вам ее расскажу. Маленькая Эмбер Оуэн в том году отправилась на отдых в Таиланд. Там, прогуливаясь по берегу вместе со своими родителями, девочка заинтересовалась различными экзотическими животными – черепахами, гекконами, обезьянками и, конечно, слонами. В Таиланде вообще очень почитают этих по-настоящему огромных царских зверей. Вы, кстати, знали, что существуют белые слоны? Я вот не знал. Правда, их почти не встретишь в дикой природе. Потому что все белые слоны являются собственностью тайского короля. Здесь так принято. Видишь белого слона – сообщи правительству. Но мы, кажется, отошли от темы. О чем это я? Ах, да. Девочка – слон цунами. Больше остальных малышке приглянулся слоненок по кличке Нингнонг. Она часто проводила с ним время, подкармливала, каталась на его огромной спине, в общем, уделяла этому зверю особое внимание. Вскоре и сам слоненок стал отвечать взаимностью. Дошло даже до того, что Нингнонг перестал позволять кататься на своей спине кому-либо кроме Эмбер, и даже загонщик был удивлен такому поведению животного. А вскоре Нингнонг удивил всех еще сильнее. На берегу произошел сильный отлив. Это никого не испугало, местные жители видели подобное и ранее, поэтому просто отправились собирать рыбу, которая лежала огромными кучами там, где когда-то была вода. Девочка же решила, что это хорошее время и место для того, чтобы вновь покататься на своем друге. Никто не ощущал приближающейся опасности, кроме героя нашей истории. Нингнонг в какой-то момент взбесился и побежал в сторону леса, который находился на возвышенности, унося девочку на своей спине. Спустя мгновение на берег обрушилось цунами невиданной мощи. Волна настигла сбежавшего слона, но благодаря его большим размерам девочка не пострадала и вскоре смогла воссоединиться со своими родными, где и поведала эту историю миру. Звучит невероятно, но вы можете найти в интернете документальные материалы по этой истории, интервью с самой Эмбер Оуэн и, конечно, свидетельства о цунами. Свои правила есть, безусловно, в каждой стране. И если традиция с белыми слонами вряд ли может нанести кому-то вред, кроме, возможно, самих слонов, да и то не факт, то этот обычай из Эфиопии вас неприятно удивит. Здесь до сих пор практикуется похищение людей с целью брака. По оценкам ООН, более 70% браков совершаются в Эфиопии именно таким образом. Это ужасно. И такая же ужасная участь могла ожидать 12-летнюю девочку, имя которой неизвестно. Когда она шла в школу, на нее внезапно напали несколько мужчин. Они били ее и заставляли делать всякие мерзкие вещи. Держали в плену, пока родители малышки переживали и искали ее не без помощи правоохранительных органов. Но не полиция помогла девочке сбежать, иначе эта история не попала бы в мою подборку. Настоящими героями здесь выступили львы. 3 грозные кошки, услышав непрекращающийся плач малышки, поспешили ей на помощь. Они сначала отогнали преступников, а потом остались с девочкой до тех пор, пока та не была найдена родителями, а затем спокойно ушли, больше никого не тронув. Местные жители считают это настоящим чудом, божественным вмешательством. Ведь обычно львы нападают на людей, убивают их, они спасают. Скептики же уверены, что это просто совпадение. Пробудь девочка со львами чуть дольше, они бы ее обязательно съели. Но я рад, что эта история закончилась хорошо, ведь теперь я могу поделиться ею с вами.
А этому мужчине не очень повезло с представителями семейства кошачьих. Наверное, в вопросах кошки против собак он всегда выбирал последних, вот они на него и обозлились. Но это, конечно, шутки, сейчас я вам поведу историю Роберта Брикса. 26 марта 2012 года мужчина, будучи заядлым путешественником, в очередной раз прогуливался по новым неизвестным для него местам. В этот раз в качестве своего маршрута он выбрал горные тропы Виски Флетс в Калифорнии. Там Роберт Бикс увидел медведицу с медвежатами и, конечно, не стал к ним подходить, ведь это опасные хищники, которые могут в любой момент напасть. А особенно опасны матери-медведицы с их инстинктами по защите своего потомства, о чем мужчина прекрасно знал, поэтому поспешил покинуть это место. Но не успел сделать и шага, как на него кто-то набросился. Я почувствовал сильный удар, а потом понял, что это горный лев вонзился в мой рюкзак. Обычно львы когтями вонзаются в голову, но мой рюкзак был выше головы, и лев схватил его, сказал позже Роберт в интервью местному журналу. Мужчине ничего не оставалось, как начать бороться с кошкой. Он ударил ее по голове огромным валуном. Вся жизнь промелькнула перед глазами Роберта. От такого грозного хищника, как горный лев, невозможно сбежать. Человек совсем не равный соперник для этого представителя кошачьих. Но мужчине повезло. Равный соперник для льва все же нашелся. Та самая медведица, которую так боялся Роберт, услышав звуки сражения, тут же бросилась ему на помощь. Она повалила гигантскую кошку на землю и держала ее до тех пор, пока мужчина не убежал. Ему удалось отделаться лишь легким испугом и небольшими ранами. Захватывающая история, не правда ли? Тот, кого мужчина так сильно боялся, стал в итоге его спасителем. Я же в вопросах кошки против собак всегда выбираю кошек, поэтому расскажу вам еще одну удивительную историю об этих не менее удивительных животных. В этот раз мы будем чуть ближе к обыденности. Здесь героем стала самая обыкновенная, да к тому же еще и бездомная кошка. Ну, если быть точнее, то у нее, конечно, было что-то вроде дома. Она жила в подъезде добрых людей, которые регулярно ее подкармливали и лечили в случае болезни. У кошки даже была своя коробка, подстилка и, конечно, имя. Ее звали Маша. Маша была всеобщей любимицей. Действие происходило в одном холодном российском городе под названием Обнинск. В тот день было по-настоящему морозно, ведь на дворе стоял январь. Это был бы обычный зимний день, но случай все изменил. В домик Маши, ту самую коробку, что стояла в холодном подъезде, подкинули двухмесячного младенца. Кошка, увидев это, тут же стала согревать малыша своим теплом и очень громко жалобно мяукать. Жительница подъезда, пенсионерка Надежда Маховикова, услышала этот жуткий вой аж с 4-го этажа и тут же побежала любимице на помощь. Представляете, каким громким был этот душераздирающий жалобный вой? «Я думала, кошку бьют», – призналась женщина. «Я даже не могла представить, что лежит ребенок». Соседи тут же вызвали скорую, мальчика удалось спасти. И настоящим героем в этой истории стала кошка Маша. Если бы не она, ребенок бы погиб от переохлаждения. Своим теплом Маша согрела бедного младенца. Материнский инстинкт у кошки оказался куда сильнее, чем у родной матери. А теперь снова лев. Ладно, не ругайтесь, это не обычный лев, это не про кошачьих. Я хочу вам рассказать историю, в которой героем стал тюлень, ну или морской лев, если говорить точнее. 19-летний Кевин Хайнс всю свою жизнь страдал от биполярного расстройства и эпилепсии. Эти заболевания приносили ему невероятные страдания, поэтому в какой-то момент мужчина сдался и решил свести счеты с жизнью. Он выбрал для этого места с печально известной репутацией – мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Здесь в период с 1937 по 2012 год было совершено не менее 10 тысяч попыток самоубийств. Это в самом деле пугающая цифра. Кроме того, лишь немногим удалось выжить после шага в пропасть. Хайнс был одним из таких счастливчиков, если это, конечно, можно так назвать. Он сильно ударился об воду, получил множественные переломы, совсем не мог двигаться, начал терять сознание от сильной боли, но все же остался жив, и спасло его настоящее чудо. Рядом с Кевином проплывал морской лев.
Он подталкивал мужчину, помогая не опускаться под воду до тех пор, пока не прибыл катер спасателей. Хайнса вытащили, отвезли в больницу. Он больше никогда не встречал своего ангела-хранителя, но точно начал сильнее ценить жизнь, ведь она дала ему второй шанс. Жизнь – это подарок. Я так счастлив, что выжил. И с того самого дня хочу помогать людям, сказал Кевин в одном из своих интервью. Кстати, мне известно еще как минимум десятки историй, в которых водоплавающие спасали жизни людям. Например, в 1974 году 62-летняя Кандалария Вальянуэву была спасена гигантской морской черепахой. После кораблекрушения женщина была практически лишена сил, чтобы плыть, когда увидела приближающееся животное и ухватилась за его панцирь. Так они провели вместе не менее 2 дней. При этом черепаха даже не погружалась под воду за едой, она просто везла бедную Кандаларию на себе до тех пор, пока не заметила корабль. Оголодавшаяся Тортила дождалась, пока женщина окажется в безопасности, и только потом уплыла в пучину океана. Вот еще одна похожая история. Здесь Ивона Владиславич также пережила кораблекрушение. Двигатель яхты, на которой она плавала со своими друзьями, резко вышел из строя. Корабль пошел ко дну. Все это произошло очень далеко от берега, и несмотря на то, что Ивона умела плавать, это не очень ей помогло, потому что со временем силы стали оставлять девушку. Вдруг появились дельфины, они окружили ее и стали подталкивать в направлении берега. И делали они это на протяжении нескольких часов, пока не достигли буйка. Там Ивону подобрал проходящий мимо корабль. Я многое слышал о дельфинах, и что-то мне подсказывает, что не зря они имеют статус одних из самых умных животных на Земле. А эта история произошла в далеком 1998 году. Тогда девушке по имени Джоан, находившейся в этот момент дома одной, стало плохо. У нее случился сердечный приступ. Никого не было рядом, никто не мог помочь бедной Джоан, она умирала, а дома были лишь животные. Первым поднял тревогу ее пес породы американская эскимосская. Собака громко лаяла, но никто из прохожих не обратил на это особого внимания. Мало ли почему лает пес. А вот свинка Джоан по имени Лулу оказалась более находчивой. Она тут же выбежала из дома, отправилась прямо на проезжую часть и легла. Большинство людей просто объезжали ее, и лишь один неравнодушный человек все же остановился, чтобы посмотреть, что произошло. Лулу отвела водителя в дом, где тот сразу же вызвал Джоанне скорую помощь. Кто знает, может, владельцы мини-пигов вдохновились именно этой историей. Лично у меня появилось желание завести домашнюю свинку. Хорошо, мы узнали, что медведь – опасный хищник, может спасти человека от другого грозного хищника – льва. Лев может стать героем в другой ситуации. А может ли маленькая птичка оказаться в роли настоящего героя? Попугай Уильям из американского города Денвер доказывает, что может. Все произошло внезапно. Меган Говард, няня 3-летней девочки Ханны Куск, часто приглядывала за ней, пока родители были на работе. У девушки дома жил маленький забавный попугай, которого та регулярно обучала навыкам говорения. И нужно сказать, что тренировки не прошли даром. Однажды этот навык спас малышке Ханне Куск жизнь. Вот как все это было. Няня угостила девочку завтраком, кукурузными хлопьями, и ненадолго отлучилась в ванную комнату. В этот момент произошло страшное. Малышка начала задыхаться. Она подавилась и не могла издать ни одного звука, кроме глухого хрипения. Все могло закончиться очень трагично. Но домашний питомец Меган не растерялся. Он тут же начал истошно кричать: «Ребенок! Мама! Мама! Ребенок!» Испуганная няня сразу же прибежала на зов попугая Уильяма и оказала Ханне первую помощь. Пернатому даже вручили настоящую награду – медаль Красного Креста, ведь он настоящий герой. Помните, в начале ролика я сказал вам, что поделюсь историей о настоящем пернатом герое? Это была история вовсе не о попугае Уильяме, хотя он, несомненно, тоже заслуживает такого звания. Птичка, о которой я расскажу вам сейчас, спасла не одну, а сотни жизней. 1916 год. Разгар Первой мировой. Активные боевые действия на разных направлениях. Маленький почтовый голубь. Именно так начинается эта история. Шерами – смелая птица, четко выполняющая указания своих хозяев.
Эта голубка была настоящим солдатом. Она служила своей родине и доставляла важные сообщения прямо под огнем противника. Мне известно как минимум о 12 важных записках, которые удалось доставить этой птице-герою. Она передавала союзникам координаты, важные сведения и секретные послания. Ее последним заданием стала доставка письма во время Мёс-Аргонского наступления. Тогда было отправлено как минимум 3 птицы с записками сразу, но 2 из них были убиты противником, толком не успев взлететь. Оставалась последняя надежда. И вот Шер-Ами не только удалось взлететь, но и доставить письмо до получателя. Правда, это стоило голубке огромных усилий. Она была подбита, но не упала. Несколько пуль попали в птицу. Одна отстрелила ей лапку, вторая попала в грудь, третья выбила глаз. Птицу сразу же прооперировали и, конечно, отправили на пенсию. Больше Шер-Ами не летала на задание. За этот подвиг, за полет через боль, за доставку важного послания голубку наградили настоящей медалью, военным крестом, медалью за смелость перед лицом долга. Позже Шер-Ами скончалась от старости. Из ее тушки сделали чучело и поставили ее в Национальном музее американской истории. Не только собака – друг человека. Относитесь к животным бережно, любите их, и тогда они обязательно отплатят вам взаимностью. Никогда не знаешь, чего можно ожидать даже от самого опасного хищника. Спасибо за просмотр.